Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Стрелец на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс, события и неожиданности в вашей судьбе до конца апреля. Давайте узнаем, что же там за события вас ожидают. Именно о событиях карты старинного цыганского пасьянса рассказывают, даже показывают нам. Конечно, рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. Не без этого любой расклад не расскажет о личной истории каждого из нас. Все же, хоть и объединяет нас один знак зодиака, а судьба у каждого своя. Итак, что идет на ваш порог? С чем будут связаны события для стрельцов до конца апреля? Апрель может выдаться тем месяцем, когда у нас очень много информации, буквально какой-то ворох. Могут быть и неожиданные информационные такие новости или сведения, когда нам, может быть, и доведется себя как будто перестроить, или когда нам придется буквально что-то переделать. Могут быть неожиданности сами по себе, когда мы, может быть, это даже раньше где-то случилось, а тут мы можем узнать эту информацию. Ну, давайте так, поконкретнее. Первый ряд, вот у нас нет совпадений, по крайней мере, я не увидела, а второй у нас конверт с сургучной печатью. Я часто говорю, что это именно как какой-то документ или важная бумага. Возможно, вы будете подписывать что-то. У кого-то как получение, корреспонденция тоже может быть важная, которую вы ждете. Но все же больше карта будет, точнее значение, будет говорить о том, что это, к примеру, может быть у кого-то контракт по работе или договор. Может быть и брачный договор. Тут мы все разные, опять же, перекладывайте. Но это, знаете, как какой-то фундамент, хочется сказать, потому что следующее значение – якорь. Якорь, уверенность, стабильность, может быть именно через документ или через подписание какого-то важной бумаги. У вас несколько стабилизируется, ваша жизнь, может быть, да, или решаете вы один вопрос, но от этого вопроса зависит много чего. Но вот смотрите, у вас получается в одном, как бы триплете, два значения. С одной стороны, это что-то конкретное, важное, нужное. Может быть, даже если вы просто не внезапно получаете какую-то бумагу. В нашу цифровую эпоху я допускаю такое, может быть, как СМС-сообщение, какой-то разговор, контакт с конкретным человеком или телефонный звонок. Но и вместе с этим, рядышком как будто, мельница, мои дорогие. Мельница – это значение, пустые разговоры. Поэтому как и есть что-то конкретное, так и есть то, что к делу не относится. У вас совпал не только якорь, посмотрите, у вас еще совпадает молния. Это молниеносное какое-то известие. Поэтому помимо бумаг, документов или обсуждения, может быть, важные встречи, когда вы будете что-то для себя еще и обдумывать. Но и второе значение, вот именно информационное, если мы говорим, вот это как молниеносное что-то, то, что вы не ожидали. Я говорила, что да, у нас может быть таким апрель месяц, когда нас чем-то удивит, вот может быть и вас, или что-то удивляет, или когда вам, я такое тоже допускаю, и в данном случае я об астрологии, когда мы, вот допустим, вы построили план на день, да, мои дорогие стрельцы, и уже себе что-то расписали. И вот врывается какая-то новость, и мы вынуждены то, вот чем мы планировали заниматься, как будто перенести на второе место и переключиться на что-то более важное. Видимо, от этого будет зависеть, может быть, и ваше благополучие. Но когда голубь благополучие выпадает, я всегда говорю, даже если поначалу что-то кажется, знаете, как переворачивается с ног на голову, или когда все по нашим планам не идет совершенно так, как мы этого хотим. В конечном итоге, видимо, планы Бога говорят всегда лучше наших, поэтому, когда значение выпадает благополучие, вот именно голубя, в этом пасьянсе это все заканчивается хорошо. Но, может быть, это такой, знаете, судьба, волшебный пендель. Но я надеюсь, все правильно понимают мой сленг. То есть, бывают же в нашей жизни такие ситуации. Не было бы счастья, да несчастье помогло. То есть сидели мы спокойно, смирно или что-то даже распланировали. А тут вот врываются какие-то события в жизнь, которые нас перепланируют.
Просто будьте к этому готовы, потому что для вас в этом и есть какое-то положительное зерно. И у вас выпадает бокал. Называется «Гости». Либо вы в гости, либо к вам гости. Допускаю, что это сама по себе важная встреча. У кого-то она состоится до конца апреля. Кто-то, возможно, будет планировать. Не исключаю. Итак, смотрим, что у вас еще совпало. И мы в нашем пасьянсе можем соединить значения карт в крайних рядах. По горизонтали и по вертикали. Вот что-то я и не вижу, чтобы у вас что-то совпало. Стрельцы, правда. Вот, наверное, те значения, которые я уже озвучила. Еще раз пробегусь глазами. Нет, ну правда не вижу. Нет. И даже такие вот предупреждающие, допустим, я всегда об этом говорю, змея там или маска, да? Нет, нет такого. То есть нет того, чтобы, ну, вам помешало. Или, знаете, как чей-то коварный план. Но тут самому, видимо, не оплошать, потому что пустые разговоры все-таки присутствуют. Это могут быть банально те люди, которые нас отвлекают от дел, почему нет? Или которые нам, да, которые сами себе, может быть. Вот я только эту фразу сказала, и 4 мечей. Может быть, это те люди, которые пытаются ответственность на вас переложить, или когда вас на что-то уговаривают. Ведь эта карта нас призывает к чему? Вообще мы по ней наводим порядок, включая собственные мысли. Как будто профильтровать нужно, подумать, взять, может быть, паузу, быстро не откликаться. Или кому-то, мои дорогие стрельцы, не сказать так вот быстро, где-то на импульсе, четко да или четко нет. Вот додумай, как будто стрелец, какую-то задачу или услышанную новость. Не реагируй быстро. Вот такая подсказка. Кто-то может приводить в порядок жилье. Мы наводим порядок, выбрасывая старые вещи, какой-то ненужный хлам, как будто освобождаем для чего-то нового пространства. Вот я могу предположить, что для кого-то именно вот такое, может быть, неспешное течение жизни, хотя периодически, минимум 2 раза в течение апреля, могут быть какие-то важные вехи, как и получение документов или какие-то важные встречи, планируемые таковых, или подготовка каких-то документов, или даже вот что-то такое молниеносное. Ладно, что расскажу для стрельцов карты Таро? Первая карта. Что нового идет в вашу жизнь? Важное событие. Чем запомнится стрельцам апрель месяц? Кто или что появится неожиданно? События, которые изменят вашу жизнь, а быть может и вас самих. Вот на что-то реагировать вам придется, мы сказали. Что вас будет радовать? Что вам будет помогать? В чем ваша сила? Последнюю карту достанем, это как совет. Ну и как заглянем в будущее. К чему быть готовым? Стрельцам. Может быть, это то, что будет продолжено в мае месяце. Итак, что же нового идет на ваш порог в апреле? Королева жезлов. Вообще, вот именно в этой колоде нам говорят и о вас тоже, потому что вы как раз принадлежите к знаку зодиака стихии огня. Но, может быть, вот я только говорила, и 4 мечей, именно дайте время на подумать, да, как будто нам карта подсказывает, сама перевернулась. И вот нам показана замечательная королева жезлов, это прообраз сильного человека. Но он не торопится действовать. Вообще, когда королева, это всегда действие. Это действие, это и мера ответственности, это, по сути дела, реализация плана. Король это немножко по-другому. Там руководитель, что делать, что не делать, там, знаете, вот так, да, там тоже присутствует мера ответственности, но королева, она сама за себя, за то, что ей близко-дорого отвечает. Поэтому вот обратите внимание, надеюсь, видно хорошо, сидит наша королева. Очень такой взгляд у нее, как будто прицелилась глазами на что-то или просто обдумывает что-то свое. На коленях черный курт. И это прообраз того, что она умеет хранить тайны, свои и чужие. Она умеет не распространяться о своих планах. Я часто добавляю эту карту «Счастье и удача любят тишину». Поэтому, как и идею, кстати, можно украсть. И это прообраз того человека, который, первое, со всеми взаимодействует. Абсолютно. Но это как раз про вас, наверное. Вы солнечные люди. И к ней приходит постоянно какая-то информация.
Она может быть потому, как или ей люди доверяют, или как, знаете, притяжение, безусловно, потому что по этой карте очень часто именно притяжение срабатывает. А когда мы говорим о личных отношениях, страстные даже отношения, такое тоже может быть. То есть, ну вот получение этой информации, ее наделяет определенной силой. Говорят же, кто владеет информацией, тот практически всем владеет. Но она ее правильно фильтрует. В этом ее сила. И второй момент. Она правильно распоряжается деньгами. Может быть, в вашу жизнь войдут в апреле месяце, как и люди, так и где-то с новостями придут, может быть, бумаги, документы или какие-то новые планы, важные встречи, и вы будете обдумывать, какую стратегию принять с определенным человеком или как откликнуться, может быть, на определенное предложение. Но явно торопиться не стоит. Для кого-то из вас это может быть знакомство новое, я тоже не исключаю. Две королевы, однако, мои дорогие стрельцы. Мы с вами говорили пустые разговоры. Когда в моих раскладах две королевы и больше, я говорю сплетни. Может быть, для кого-то из вас контакт просто, да, все же вот перекладывайте на себя, берите из нашего расклада лишь то, что откликается в вашей душе. И, может быть, это у вас есть конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, и с ним есть определенный контакт. Но и вы как будто сами. Не будем привязываться к полу карты, это может просто означать энергия. Ваша энергия, может быть, и есть какие-то совместные планы с конкретным человеком, но тогда я могу сказать, что вы будете думать. Сама по себе королева Пентаклей вас вот как новая, да? Ведь это тот человек, который создает организацию быта, организацию работы, организацию своей жизни, в принципе. Даже если какой-то сумбур или хаос. Вот вы как будто по-новому будете организовывать свою жизнь в апреле месяце. Для кого-то из вас может проиграться так, что отшельник, независимая позиция, независимый человек, это мудрец, философ, на него невозможно воздействовать. Не со знаком плюс, если мы говорим лесть какая-то, да, или какие-то дифирамбы такие приятные, которые ласкают слух и вроде как замечтаться приглашают. Но нет, ему все равно. Ну, точно так же, если что-то со знаком минус, обидное, именно информация, да, он ведь философ, он не воспринимает это не личностно, не эмоционально. Холодная карта, обратите внимание. Для кого-то из вас это может означать даже в личной жизни отношения, когда произошло охлаждение, но я тогда могу предположить, что, скорее всего, общение будет продолжено в апреле. Или о себе напомнит человек, или, может быть, вы сами будете искать контакты с этим человеком. Я такого тоже не исключаю. Может быть, вот посмотрите, все же мы все разные. Если я сказала, очень часто это как прообраз бизнес-вумен. Для вас, мои дорогие мужчины, это может быть и важная женщина в вашей жизни. Ну или просто мы берем сигнификацию этой карты, к примеру. И поскольку жезлы это у нас дела, работа, бизнес. Если мы в целом вот так переложим, возможно, есть какой-то ваш проект, желание, мечта, но есть и какая-то необходимость или, знаете, как на злобу дня, рутина, хочется сказать, которая вам явно надоела, она вам устала. И рядом аркан-отшельник. Вы будете сводить как будто к нулю, может быть, и связи ненужные. Или, пусть по работе, какие-то задачи, которые отнимают у вас очень много времени, которые вам лично не приносят бонусов. Вот это что нового идет, да? Вы как будто сами свой собственный график жизни тоже захотите поменять. Но давайте все-таки узнаем. То есть вот мы спрашиваем, а что же по судьбе до конца апреля? Какое главное событие из разряда, ну, перед вами что-то новое открывает? А это может быть ваш проект, это правда. Поэтому, может быть, и задумалась наша королева жезлов. Обратите внимание, принцесса Пентаклей. В этой колоде это вот мы, как говорим, паш Пентаклей. Поэтому для кого-то из вас, пажи это у нас всегда вестники, мы говорили, информации будет достаточно. Но вот несет один Пентакль так торжественно наша принцесса, а пучок колосьев она поднимает выше головы. Это символ нашего опыта,
Красный цвет будет в этой карте говорить, что это ваша готовность, это ваш какой-то интерес, вот может быть, или участвовать в новом проекте. У кого-то это может быть не новый проект, а новая работа. У кого-то желание просто строить карьеру, совершить или довести до ума какой-то свой собственный замысел. Здесь я вижу вот может быть, для большинства из вас, правда, есть какой-то ваш план, который вы пытаетесь вписать в ту реальность, в которой вы находитесь. И это не совсем, хотя я могу допустить, по аркану отшельник, это может быть и человек, который немного сам по себе. Может быть, это вы видите взаимодействие с конкретной персоной, вы будете искать с ней контакты. Пусть это будет у кого-то в личной жизни, а у кого-то это будет по работе. Вам как будто нужно найти важного человека, может быть, вам нужен вот такой человек, как философ, да, жизни философ, который может вам помочь разобраться в каком-то сложном деле. Или как что-то начать, или даже как что-то продолжить. Вот интересно. Ну давайте мы спросим, чем запомнится вам апрель месяц? Неожиданными сведениями, неожиданными действиями. Вам правда придется куда-то либо поехать, вот именно действие, причем скорость идет по этой карте. Я точно так же могу сказать, что человек в вашу жизнь буквально ворваться может с каким-то известием. Или когда приедет кто-то в гости. Или вы засобираетесь в гости. Вот тут может, знаете, как быть? Как будто вот все идет своим чередом на какой-то период времени. А потом начинаются некоторые завихрения, которые будут связаны, я имею в виду, что это как какой-то поток, может быть, через информацию, включая ваши желания, и явно есть какие-то возможности. Ведь очень часто куй железо, пока горячо, я говорю по этой карте. Да точно. Вот что нового входит. Тем не менее, чем запомнится апрель. Какая-то новая возможность по нулевому аркану. Это, знаете, наше вдохновение, бодрость, желание что-то осуществить. Одна только проблема – не свалиться как бы, да, с этого обрыва. Замечтался так немножко наш шут, он не смотрит под ноги. Но, видимо, мы все-таки с вами в реальной жизни, и стало быть, для вас придется продумывать некоторую траекторию. Здесь как будто собака, белая собака – это как прообраз Анубиса. Здесь, с одной стороны, не оглядывается уже назад, но как будто вот Анубис – это ведь прообраз владыки царства подземного именно, да, или одновременно прошлого, то вот какую-то ошибку заново повторить никак нельзя. Поэтому как минимум под ноги буквально смотрим, но старшие арканы говорят о том, что что-то происходит вокруг вас. Вокруг вас что-то меняется, и я тут вижу, чем запомнится. Это может вот как новое что-то, да? Может быть через контакт, может быть через предложение, может быть и через бумагу, у кого как. Но как будто в этом нужно проучаствовать, не упустить какую-то возможность. Для кого-то из вас желание путешествовать. Вот путешествовать проигрывается очень хорошо. А может проиграться какая-то поездка. Я допускаю, что и к вам тоже. Для кого-то точно так же может опять же проиграться новое знакомство. Тот человек, у кого-то, который моложе вас, или он вас, знаете, как заинтересовать может. Может быть, даже это знакомство, которое через работу или какой-то необходимый контакт. Вы и не собирались знакомиться. Так вот, вас может заинтересовать человек именно тем, что у него ход мыслей отличается от вашего. Кто или что появится неожиданно? Солнце появится неожиданно. И даже если вот сначала, опять же, возвращаюсь к первым картам, и где-то по пасьянсу у нас ведь тоже не совпал первый ряд. Поэтому, может быть, вот именно начало апреля или вот когда вы сейчас смотрите, вас так немножко обезоружило или показалось, ну вот все как прежде, одна какая-то рутина. Как минимум до конца апреля у вас будет или через известие, или через конкретную персону. Я допускаю, что это и ваш какой-то план, который нужно как будто притворять в жизнь, сделать первые шаги. Кто или что появится неожиданно, старший аркан Солнца. Возможность, мои дорогие, построить совершенно иное качество жизни. Карта выбора правильного направления. Вы как будто в апреле можете выбирать направление. Может быть, это у кого-то по работе, а у кого-то не исключаю. Личная жизнь, может быть, и вопросы дома для людей семейных. Или какая-то новость, которую вы слышите, вас заставляет измениться самим или изменить вашу жизнь.
пересмотреть планы, потому что это имеет значение, карта четко говорит, на 6-8 месяцев. Вот берите такую дистанцию как минимум. Событие, которое может изменить ваши планы, а то и вас самих. Ну вот точно я говорила, сидели, словно вот этот герой, да, сидит себе под дубом. Да, это карта апатии, это карта разочарования или карта усталости тоже. Когда вот мы к чему-то не готовы, тем не менее судьба нам подает кубок. Вот так и карты у вас сложились, что поначалу вроде и изменений никаких не предвидится, и вроде все идет своим чередом, и в какой-то момент времени все начинает меняться, или, по крайней мере, вы получаете вот важную бумагу, заново повторяюсь, или какое-то известие. Может быть, это касается у кого-то личной жизни. Все же у нас выпадает королева кубков. Для кого-то это может проиграться как сообщение от родственников. Когда вы тоже где-то внутренне не готовы, но я тут больше вижу, что тут какая-то возможность к вам приходит. Конечно, у каждого тут будет что-то свое, но обратите внимание, именно в этой колоде, а у нас колода иллюминатов, вся на символах построена. И здесь очень холодная карта королева кубков. Мы чаще говорим о любви, о любящем человеке. Но здесь та персона, которая, может быть, где-то отчасти пострадала от своего доверия, от того, что, ну, просто любила. Но вот на сегодняшний день, да, самое теплое этот кубок, который прижимает королеву к своей груди. Это не предназначено для всех. Это для очень избранного круга, а то и для одного человека. А вокруг как будто рационализм, может быть, какой-то даже холод. Есть все-таки, да, в этой карте такое значение. Не замечтаться, нам говорят карты, безусловно. Может быть, и для вас это будет такая внутренняя перестройка. Вот это что-то теплое, важное. Но это то, что мы бережем для себя. Правда, счастье, удача любят тишину. Но вот внешние какие-то события могут вызывать у вас недоверие. Или мы аналитикой, мои дорогие стрельцы, займетесь, да? Потому что все же по четверке кубков мы не просто от чего-то устали. Нам еще что-то надоело. Точно надоело. Я вам скажу, вы будете уходить. Это как будто как минимум придется пересматривать контакты с людьми, которые забирают ваше внимание, кому вы, возможно, помогали прежде. Кто-то уже решил, что так будет всегда, или у него это вошло в привычку. А вы от этого не просто устали, а кто-то себя довел, может быть, до определенного какого-то положения по финансам, когда вас уже теперь заставляет задуматься, иначе будет финансовая брешь. Вот я, кстати, такого тоже не исключаю. Потому что наши ресурсы – это наши знания, это наша энергия, это наше время, которое мы тратим на кого-то или на что-то. А КПД, а обратное, да, что-то. Так вот, посмотрите, вам как будто что у вас может измениться. Опять же, карта информационная. Когда мы что-то получаем, и с этого момента мы сами перекраиваем свою жизнь. Мы пересматриваем регламент собственный, план, потому что нам нужно что-то оставить, и вот именно первоочередным заниматься чем-то. Может быть, это иногда карта говорит, нам приходится поехать в какую-то инстанцию, встретиться с человеком. Может быть, это у кого-то юрист, адвокат, чиновник. Понять, как решить, может быть, свой вопрос или задачу. Или когда приходит сама по себе возможность. Словно тысячи дорог сходятся в одной точке. Но эта карта, я ее часто называю доброй трансформацией. Но здесь нельзя что-то упустить. И может быть, пусть даже вот через информационные потоки к вам врываются какие-то новости, события, то вам нужно именно сконцентрировать будет себя на том, что первоочередно. И, может быть, подкорректировать собственные планы. Что будет радовать? В чем ваша сила? Деньги будут радовать. Карта финансового успеха. Пусть для тех, у кого сейчас сложная ситуация по финансам, тогда в вашем окружении как будто деньги приходят, может быть, вам и поможет какой-то человек, я не исключаю. А может быть, это для кого-то банально бонусы какие-то по работе или даже государственные какие-то выплаты. Когда ваши деньги, может быть, как гонорар, то, что вы заработали, но прежде где-то застряли, скажем так, не проходили, предположим, платежи, то вы здесь их получаете. А еще эта карта волшебная, это как помощь высших сил.
Вот это будет радовать. Для вас, ну, знаете, как стечение обстоятельств. Может быть, поэтому у вас столько карт выпадает, когда то и дело нам напоминают, что будь готов, стрелец, переключиться на какой-то вопрос. Не отложи что-то на потом, потому что именно для тебя, ну вот как не упустить время, как попасть, знаете, в нужном месте, в нужный час или буквально находиться, а может быть это ваша активность, ваши действия. А тут вот именно атмосфера, как энергия Вселенной, скажем так, они не предусматривают, что, допустим, если сегодня есть как возможность или шанс, что завтра это будет продолжено. Все же куй железо пока горячо. А еще бы я сказала, сэкономил 2 раза, заработал. Эта карта будет свидетельствовать о том, что она работает в одном только направлении. Вот ваш адрес. Вы для себя можете аккумулировать буквально финансовые средства. Или вы принимать, как будто карта говорит, принимая чью-то помощь. Но ни в коем случае не тиражируй. Помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. У вас солнце выпало. Поэтому, возможно, деньги-то они как бы есть и будут. Но дальше вам эти деньги могут понадобиться. Я понимаю, у каждого своя сумма. Но я бы сказала, что вам, ну, на сохранение финансов, по крайней мере, этому уделить внимание определенно стоит. Пусть это какие-то даже маленькие суммы, которые вы начнете откладывать, да? Но значит, это будет тоже иметь какую-то магическую силу, как ритуал. Карта совет, к чему быть готовому. Ну вот, кстати, да, вот я только про деньги говорила, 7 пентаклей, иногда задержки по деньгам, вот такое бывает. Вообще, эта карта будет говорить о том, что какой-то есть проект, который требует, чтобы вы за ним еще ухаживали. Может быть, это развитие личного дела, творчества. Для кого-то из вас это может быть новая работа, когда мы еще должны как будто осмотреться, разобраться с чем-то, да, иными словами, проявлять участие, но понимать в то же время, что еще вот пока время не пришло. Для кого-то банально будет говорить карта с учетом, тем более, что у вас тут выпало значение конверта. Вы получаете одну, к примеру, информацию, вот к чему приготовиться, да? И, может быть, для того, чтобы осуществить намеченное, задуманное, вам понадобятся еще какие-то документы. Тогда карта будет давать совет. Возможно, тебе, стрелец, придется пройти, ну, как по чиновникам, приготовить вот этих несколько бумаг, совершить много согласований. И нет смысла спорить в одном кабинете, если вы даже думали, что вы вот за один день решите какие-то темы. Здесь может быть все-таки задержка, вот как регламент, то, что мы не можем ускорить. Тогда лучше собрать быстрее все бумаги, ну, как положено, или то, что требуется, или когда мы сами понимаем, что если так поворачивается вопрос какой-то, что быстро мы опять же не можем что-то решить. А это именно добрые дела наспех не делаются. Или, как я сказала, в мае месяце какое-то дело может так немножко притормозиться. Притормозиться может действительно. Аркан Император – это сила, это власть, это как закон. Может быть, кому-то согласование по закону придется делать. И тогда ты себя не подгоняй. Потому что не от тебя все зависит, стрелец. Для кого-то из вас вам придется просто крепко подумать перед тем, как взять ответственность на себя. Может быть, для кого-то это построение карьеры. Но явно вы принимаете важные решения, мои дорогие. И высшие силы вам в этом помогают. Это ведь и ваш рост собственный. Пусть это будет где-то и согласование, контакты с людьми, которые стоят несколько выше по системе иерархии. Но для вас именно судьба складывает какую-то возможность. В этом будет и новизна, или новый проект, или, может быть, и новые отношения. Не торопитесь судить сгоряча. Не торопитесь где-то находиться вот все-таки по нулевому аркану, во власти прежних взглядов, методов работы. Аркан Солнца говорит, что да, тут шаг за шагом что-то прояснится. Но и ты, стрелец, как будто тоже должен суметь взять мечту, потому что что-то может быть не явно выраженное, а как будто в полутени.
Перекладывайте на себя, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте и все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.